Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. Сегодня мы поговорим о том, чем же пахнут наши звезды. А именно мы поговорим о самых ярких, самых популярных сейчас звездах, о тех звездах, кого мы чаще всего встречаем в Инстаграм, в ТикТоке и других социальных сетях. И один из трендов последних нескольких месяцев – это, безусловно, подтанцовка Татьяны Булановой. Этот танец копируют, эти движения повторяют, они завирусились во всех социальных сетях, люди стараются их повторить. Да, здесь, конечно же, есть доля юмора, иронии, но, тем не менее, танец запомнился многим. И, как мне кажется, Татьяна Буланова сейчас переживает вторую волну популярности по причине того, что ее подтанцовка буквально-таки взорвала интернет. Сама же Татьяна, мне кажется, очень приятной, такой земной, не зазвездившейся доброй женщиной. И из интервью Татьяны я знаю, что ей очень нравится парфюмерия. Она с удовольствием выбирает новые ароматы, у нее очень большая коллекция. По ее словам, ей более нравятся такие восточные густые ароматы, и одним из самых любимых ее компонентов это является уд. И Татьяна упомянула, что если, например, утром она забыла воспользоваться парфюмом, то потом в течение всего дня она чувствует, как будто бы ей чего-то не хватает. Одним из своих самых-самых любимых ароматов Татьяна Буланова называет аромат Gucci номер 3. Аромат этот, насколько я знаю, уже давно снят с производства, но когда-то Татьяна сделала, как она сама сказала, просто огромные запасы, которых ей хватит очень и очень надолго. Аромат, нужно сказать, очень яркий, согревающий, он такой теплый, яркий, и это такой медовый шипор. Вы его все еще можете купить с рук, можете купить в каких-то винтажных магазинах в интернете. Это, безусловно, один из самых красивых шипровых ароматов по моему восприятию. Он медовый, он согревающий, чуть горьковатый, бархатный, очень красивый самобытный парфюм. И по аналогии с Татьяной Булановой, мне, конечно же, очень хотелось рассказать вам сегодня о супер-мега популярной сейчас, особенно у молодежи, Надежде Кадышевой. Надежда сейчас переживает просто какой-то всплеск популярности. Я знаю, что ее концертный график расписан на многие месяцы вперед. Она собирает полные залы, и сейчас ее карьера как никогда на пике. И я потратила очень много времени, я искала информацию, интервью, какие-то видеоинтервью, возможно, упоминания где-то в соцсетях, какие-то фотографии. Но я не нашла ни одного, к сожалению, ни одного упоминания о любимом парфюме Надежды Кадышевой. Есть очень много предположений от фанатов самой Надежды о том, что ей нравится аромат «Красная Москва», но здесь, мне кажется, это больше включается какая-то аналогия, какая-то ассоциация с Надеждой, поэтому не будем утверждать, что этот аромат является ее любимым. Гораздо больше мне повезло с другим очень популярным сейчас блогером. Он сейчас точно на пике популярности. Он и его друзья сейчас известны буквально-таки на весь интернет. И я говорю про Игоря Синяка. Его Инстаграм, его ТикТоки, мне кажется, знают практически все. Я знаю, что у него есть много хейтеров, но, тем не менее, его распаковки, его бесконечная покупка люксовых сумок, каких-то предметов роскоши, косметики, все это, безусловно, привлекает людей. И что лично мне нравится, так это то, что в его блоге нет похабщины, нет какой-то ненормативной лексики, и, в принципе, все на такой достаточно дружелюбной, спокойной, интеллигентной ноте. И, как я уже сказала, здесь мне повезло гораздо больше, чем с Надеждой. Игорь сам совсем недавно, буквально-таки на днях, он показал свои парфюмы, он рассказал о своей парфюмерной коллекции, которая очень большая. Он любит парфюмерию, он подбирает ароматы под образы, под время года, под настроение. И действительно, он большой ценитель. Что мне особенно понравилось, и нужно сказать, приятно меня удивило, так это то, что Игорь в своей коллекции имеет достаточно бюджетные ароматы. Среди его любимых ароматов два аромата от Zara, и это ароматы Cocoa Sunset и Caramel Temptation. Нужно сказать, что оба эти ароматы, как это часто очень бывает с Zara, они действительно звучат очень достойно, явно дороже своей цены. Оба аромата гурманские, ароматы прекрасные, здесь красивое такое восточно-гурманское направление, при этом они не приторные, не удушающие, звучат дорого, интересно, хорошо.
В первом аромате я слышу очень красивое сочетание ванили, нот какао или же каких-то шоколадных нот и немножко персика. Очень красиво на осень и на зиму, на начало весны, я думаю, будет великолепно. Второй же аромат карамельный. Здесь соединение нот соленой карамели, дубового моха и жасмина. Если же говорить о самых-самых любимых парфюмах Игоря Синяка, то здесь он назвал два аромата и сказал, что он просто без ума от них и очень часто их использует на повседневность. И первый аромат – это Afternoon Swim от Louis Vuitton. Красивый, яркий, очень такой сочный цитрусовый аромат. При этом, что мне нравится, это не просто такие проходные цитрусы, а здесь их очень красиво оттеняет такая терпкая, чуточку с горчинкой нота корня имбиря. Звучит красиво, звучит искристо, имеет свое такое яркое, прекрасное настроение, прекрасен на лето. Чудесный унисекс-аромат подходит и мужчинам, и женщинам. И на теплое, на жаркое время года, повторюсь, он просто великолепен. Второй же аромат – это абсолютно противоположное звучание. Он больше подходит уже на прохладное время года, на зиму. И это прекрасный Baby Cat от Yves Saint Laurent. Он совсем другой, он согревающий, он восточный, он тягучий. Это, безусловно, гурманика. Здесь такая очень красивая ванильная нота. Но что мне особенно нравится, это не совсем такая традиционная гурманика, потому что это ваниль, которая очень ярко, очень насыщенно приправлена перчиком. Это такая ваниль остренькая, с перчинкой, с огоньком. И здесь тоже есть свое особое настроение. Сладость, ваниль, перец, замшевые ноты также очень красивы в этом парфюме. Он согревающий, он обволакивающий, он будет хорош и вечером, и днем. И в нем действительно в прохладную пору года вы чувствуете себя более комфортно, как будто бы более защищенно. Прекрасный аромат. Чудесная гурманика с перчинкой, со стринкой, с огоньком. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и приятного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!